Но есть ваша жизнь, есть статья какая-то. И эта статья, получается, перевешивает стоимость вашей жизни. Вы осознаете, что ваш подчиненный, человек, который старше вас, спас вам жизнь? Да. Да, осознаю. Вам 3 недели назад исполнилось 19 лет. Да. Попало? Да. Это же громадные ракеты, вы что, их руками таскаете? Я нашел гранату и думал о том, чтобы подорваться. Хорошо. Почему вы думали подорвать себя? Буряты — самая кровожадная нация, которая была у нас замечена на территории Украины. То есть вы из категории тех людей, которые посмотрели боевички, фильмы и захотелось военной романтики. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Цыбиков Айдар Батарович. Прошу говорить громче, потому что я буду, получается, кричать, а вас не слышно. Угу. Еще раз представьтесь. Цыбиков Айдар Батарович. Дата рождения? 01.10.2003. Вам 3 недели назад исполнилось 19 лет. Да. Это, наверное, самый молодой освободитель, который пришел нас освобождать. Город рождения? Город Улан-Удэ, Республика Бурятия. Улан-Удэ, Республика Бурятия. Звание, должность? Матрос. Такелажник БРК «Бастион». Такелажник БРК «Бастион». Мы сейчас к этому вернемся. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию данного видео? Да. Почему? Это дает возможность мне позвонить домой и, на видео записывает меня, что я жив, что со мной ничего дальше не произойдет. То есть вы осознанно хотите показать себя, чтобы там узнали, что вы жив? Да. Чтобы дальше что было? Обмен. Надеюсь на это. Что такое «Бастион»? Это береговой ракетный комплекс. Что он делает? Он защищает акваторию морскую. Это несколько машин? Или, расскажите, вы же видели его. Да, просто я не понимаю. Комплекс из 2 машин. Машина транспортирования и непосредственно сам «Бастион». «Бастион» — это ракета какая-то? «Бастион» — это как «Искандер», только земля, вода, а не земля-земля. Ага, понял. А можешь отключить проводок и... Да. Микрофон. Стреляли с него? Нет. Видели, как оно стреляет? Только на видео. Только на видео? Показали. Это 2 ракеты таких? Да. Мне только что показали. Сколько человек на этом «Бастионе»? Сложно сказать. Примерно на одну машину 2 взвода. На один комплекс 2 взвода. Это сколько человек? Где-то... 2 взвода, 60 человек. Нет, не прав. Где-то 12 человек на одну машину. На один комплекс, да. На этот. Вы такелажник. Такелажник — это красивое слово, по сути, грузчик. Да. Что вы делаете как грузчик? Помогаю перегрузить ракету из ТЗМ-ки в сам «Бастион». ТЗМ-ка — это? Транспортная машина, которая транспортирует. Это вот эту большую штуку? Да. А можешь я покажу людям, чтобы люди понимали? Это вот это? Да. Выключи свет, чтобы оно попало. Попало? Да. Это же громадные ракеты, вы что, их руками таскаете? Нет, на 2-й машине есть кран. Эти штуки ездят по берегу и охраняют типа акваторию. Да. Если появляется чужой корабль, то Да. эта штука стреляет. Все верно. Скоро буду военным экспертом. А в Украине вы кем были? В Украине я был сначала наводчиком БМП-3, потом поставили на командира бронемашины.
из грузчиков командиры БМП. Получается, что так. Ну, мы дойдем до этого. Когда вы заехали в Украину? 28 июня. Июня? Июля. Июля. А сколько вас человек сняли с этого бастиона? Не знаю, сколько с бастиона, но с нашей бригады 15. А бригада большая? Нет, А сколько в бригаде человек? около 500-600 осталось. А было? Ну, где-то 700. То есть, типа, третью часть отправили на войну? Ну, где-то так. Ну, 700 было, 500 осталось. Это бригада береговой охраны, я так понимаю? Да. Это говорит о том, что у них не все хорошо с береговой охраной, если, по сути, это стратегические объекты. Ну, насколько я понимаю, да? Нет. Ну, бастион, охрана от нападения с моря. Да. Ну, они снимают оттуда охрану и отправляют не по назначению на войну к нам. Это хорошие новости. И причем мы это понимаем, что это было летом, в июле месяце. Сейчас у них голод кадровый еще больше. Ну, я могу так утверждать? Нет. Если в июле вас... А где это было территориально? Служили Приморский вы? край. Это далеко. Владивосток. Владивосток. Это сколько вы добирались до... Расскажите свой... Вы были срочником. Да. 18 лет. Да. 18-летнего срочника. Как вы стали контрактником и как вы сюда поехали? В январе подписал рапортный контракт. В мае контракт пришел. И потом в бригаду в июне. В июне пришла разнарядка на 15 человек, нужно отправить. В январе этого года, как вас заставили, не заставили? Я сам пошел на контракт. Сами, сколько вы служили до января? Месяца с ноября, получается. Месяц. Ноябрь, С 25 ноября месяц. декабрь. Так и нельзя ж двухмесячных. Можно сразу рапорт написать. Уже В смысле, можно? я просто рапорт написал, а контракт пришел только в мае. Ага, то есть все-таки прошло вот этих условных полгода. Ну да. То есть, потому что нам рассказывали, что срочники могут писать контракт, подписывать контракт, а только через полгода выслуги. Хорошо, приходит в мае контракт, что происходит дальше? Я служу в бригаде до начала лета. В первом месяце лета нам приходит разнарядка на 15 человек. Я попадаю в эту списку. У вас была возможность не поехать? Да. Но нужно было увольняться по статье. По какой? Не знаю, просто по статье. То есть вам так сказали, если не едешь, то мы тебя уволим по статье. Да, В июле месяце вы знали, что происходит? война, да, Вас это никак не смутило? смутила. Ну, расскажите, как вас так смутило, что вы находитесь здесь в плену? Как-то в концепции смутило, а не совсем оно. Ну, вы знаете, вы молодой человек. Да, У вас телефон есть. да, Телеграм был. Вы сами это говорили. да, Вы видели все эти видео. Видели, что тут убивают людей. Правильно же? Я же не придумаю ничего. да. К вам приходят и говорят, ты поедешь. Вы, зная вот это все. В части уже были 200-е? Один, 300-е? несколько, не знаю точно. Вы это знаете, и вы целенаправленно, умышленно едете поиграть в лотерею. Ну, получается так. Что в голове у человека, мне просто интересно. То есть вы свою жизнь вообще не цените? Ну, есть ваша жизнь, есть статья какая-то. И эта статья, получается, перевешивает стоимость вашей жизни? Нет. Давайте разбираться, почему. Ну, чего не хватило, чтобы... Ну, то есть это же бред полный, мы же понимаем это. Да. Тяжело ответить на этот вопрос. Ну, Я не подумайте, ну, вы же не, я знаю, что вы никуда не спешите. Человек не помнит, пленный не помнит контакты свои. Я перешагнул через все, что можно,
и зарегистрировался ВКонтакте, написали кому? Другу вашему. Да. Попросили найти телефон мамы. Есть там? Ага, все, есть. Есть телефон мамы. Сейчас мы и добавимся. Вы подумайте, как ответить на этот вопрос. Потому что очень интересно, ну, то есть мне интересно, почему человек, зная, что его здесь могут убить, в худшем случае, в лучшем случае он попадет в плен. Средний вариант — это 300-я оторвала ногу, руку, потом статья, и вы выбираете все-таки война. Мне интересно, как это у вас работает. Ну, мне действительно интересно. Мы хотим понять логику, что у вас в голове, и как с этим бороться, придумать какую-то штуку. Вам деньги надо были? Нет. То есть вы здесь не за деньги? Нет. Ну, наверное, романтизм какой-то, я не знаю. О, Родина приказала, и ты... Ну, ты в конце концов какой-никакой, да, солдат. то есть вы из категории тех людей, которые посмотрели боевички, фильмы, и захотелось военной романтики. Наверное, да. Получили романтику? Нет. Почему? Война — это страшное место. Дело в том, что я знаю вашу историю. Я уже разговаривал с вашим подчиненным, который старше вас. Романтики у вас там было столько, что фильм можно снимать. Кто вы по национальности? Бурят. Я думаю, вы знаете, что ваши сограждане, ну точнее граждане вашей национальности делали у нас, Да. в Киевской области. Расскажите, откуда у вас такая ненависть ко всему живому и желание сделать больно всем другим? Я не могу говорить за них. Ну, Если отдельные люди совершали такие поступки бесчеловечные, то я не знаю. ну, какие-то же мысли у вас могут быть. Я вас фотографирую вашей... Я понимаю. Буряты — самая кровожадная нация, которая была у нас замечена на территории Украины. Это те, кто насиловал, убивал, грабил, мародерил. Я вот сижу около вас, и мне вообще неприятно. Расскажите про семью. Что именно? Ну, мама, папа, братья. Полная семья, мама, отец, 2 брата младших. Кем работает мать? Торговый представитель А отец? в охране. Вы живете в квартире или в доме? В квартире. В квартире. Почему ваши товарищи буряты воровали унитазы? Я вынужден задать этот вопрос, потому что есть тупо видео, как вы бэушные унитазы выносите и грузите на вот эти БМП, БТРы. Не знаю. Показать видео? Я верю. Ну, как-то можете прокомментировать? Мне нет этому объяснения. Нет объяснения. Как-то у нас так получается, что к вам 1058 вопросов, а у вас на все нет объяснения, нет объяснения. Ваша мать получает сообщения, видно, что они прочитаны. Расскажите ваш военный путь, военная романтика. Вот от момента, как вас забрали с армии, ну, с части, как вы летели, куда прилетели. Месячная подготовка на полигоне. На каком? Бамбурово. Бамбурово это где? Такое еще Приморский не... край. А? Приморский край. Там же. Да. Нормально готовили? Да. Вас на что готовили? Оператор-наводчик БМП-3. Вы стреляли там? Да. Дальше, как вы добирались сюда с Приморского края? Самолетом. Долго это лететь? Да, 2 суток летели. 2 суток летели.
Там, по идее, где-то 7 или 8 тысяч километров. Да. Куда вы прилетели? Не помню, как этот аэропорт назывался. Какой-то небольшой аэропорт. Мы вышли из него, сели в Уралы, доехали до границы. Из границы уже на БМП-3 поехали к Волновахе. Вы стояли под Волновахой. Да, Приехали вы уже там в постоянное место дислокации, правильно это говорить? Или ну, в лесополосе. в лесополосу вы приехали? Опишите, сколько там ваших людей было, что за техника. Я был только со своей бронегруппой. У нас было немного человек. 15. Вот этот пленный, который был до вас на интервью, он с вами приехал или он... Да, со мной. Да, значит, история в принципе известна. Вы были наводчиком. Расскажите, как вы стали командиром. Сначала меня поставили наводчиком в один экипаж. Я с ним проездил несколько недель. Потом сказали, что нужно отправить несколько машин на другое направление, а на одной машине не было никого, кроме механика. Вот как раз мой товарищ. И меня к нему посадили как командира. А кто-то определял, кто будет командиром или... Просто наш командир, который там был. А наводчика вы взяли где? Потом его из другой бронегруппы к нам отправили. Ну, короче, это та история, когда была машина, которая сама поворачивалась, да? Да, То есть там машина, которая едет, механик-водитель, у которого нету водительского удостоверения, нету прав, например, поворачивает направо, отпускает рычаг, рычагами же там повороты? там не рычаг, там типа руль, как на велосипеде. Ну, руль, короче, типа поворачивает, она все равно продолжает поворачивать. Правильно я описываю? Да, Да, у них была машина, которая поворачивала сама куда хочет, как хочет. Водитель без прав. Командир — это наводчик из другой машины, и наводчика дали наводчика. То есть, я же правильно все рассказал? да. Слаживание было у вас какое? С механиком изначально мы на Бамбурово вместе были. Ну, то есть знакомы были, как Да, минимум. наводчика первый раз посадили. Но я не могу понять, почему ничего не отвечает. В шоке, В шоке? скорее всего. Почему в шоке? Ну, а как иначе? Могла бы быть не в шоке, если бы не отпустила вас сюда. Она вообще знает, что вы здесь? Нет, Вы, когда подписали контракт, сказали ей? да. А когда уезжали, почему не сказали? Смелости не хватило. У вас не хватило матери сказать о том, что вы едете на войну? Да. Почему? Что было бы, если бы вы сказали? Скорее всего, не отпустили бы. Не знаю. Слезы. Не знаю. Что она сейчас думает, чувствует? Ничего хорошего. Ничего хорошего. Расскажите ваш последний день, который был тогда. Нам выдали новую машину. Ну, вот типа проснулся в... Я понял. Ну, это просто, возможно, будет хоть какая-то там художественная часть. Ну, я Потому что проснулся. интервью такое себе. Командир вызвал меня по рации, сказал, мы даем вам новую машину. И я позвал свой экипаж, мы пошли ее обслуживать. После того, как обслужили ее, разошлись, просто отдыхали. Тут резко в радио какой-то шум, нас вызвали. Резко надо было эвакуировать из лесопосадки. Там нападение было наших. Штурмовали лесополосу. Мы были не готовы к бою. Ну, в смысле, с хранения не сняли БМП. А что такое не сняли с хранения? Ну, банально, орудие не обслужили. То есть оно все было в солидоле. Стрелять вы не могли? Могли. Просто, скорее всего, был бы клин. А когда в стволе солидол и... Не солидол, а я не помню, как это. Ну, какая-то смазка. Да. Ну, хрень какая-то.
Ну, Она кристаллизуется от пороха и температуры. Поэтому, скорее всего, был бы клин. зачем командир вас отправил на машине, которую... Больше некому было. Остальные где были? Одну подбили, и черт его знает. С наших никто не мог ехать, только наша машина была. Никто не мог ехать, потому что... У них были неисправные машины. В чем неисправности? Сколько всего там в лесопосадке машин было? Мы тогда были на другом направлении, с нами было 3 машины. И только одна ваша с консервацией могла ездить? Да, Задача была эвакуация 200-х. да. Или 300-х, я так и не понял. Ну, неважно. Вы поехали. Да, Мне сказал ваш подчиненный, что машина была вся завалена хламом, да. что даже если бы были 200-е, 300-е, их некуда было бы сажать. Было бы куда, но нужно было бы вещи выкидывать. Почему вы их перед выездом не выкинули? Там времени не было. Срочно выезжали. Ну, мы бы их на месте, скорее всего, выкинули. Я, извините, не могу понять. Вас отправляют на эвакуацию. У вас забита машина. Правильно? Да, Вы едете туда, где стреляют. да, Вы, то есть вот план, то есть вот перед тем, как что-то делать, примитивный план. Вы должны туда приехать. Видите там 5 200-х. Их нужно положить. но 5 мы бы вряд ли. Ну хорошо, 2 200-х. Или сколько Мы там? бы их на броню положили. Хорошо, если бы там еще были кто-то другие. 300-е. Вам нужно освобождать салон Мы бы забрали 300-х. И все. на 200 на броне сверху. А 200-х, не знаю. То есть у вас изначально был план 300-х на броню положить. 300-х на броню, А если нет 300-х, то 200-х. то 200-х. То есть салон не трогать. Да, В чем гениальность этого тупого плана? там много вещей было. Их выгружать было бы много времени. А там, я думал, 300-е есть. То есть нужно было срочно и быстро. А на броне во время боя, по идее, тоже стреляют. Да. Насколько я от других ваших коллег слышал, что во время стрелковых боев никто на броне не сидит, потому что это самая типа четкая цель для... Да. Но вообще на броне безопаснее. А? На броне безопаснее, чем в броне. Если не стрелковый бой. А там стрелял. Ну, могу только согласиться, потому что я не могу оперировать. Ну, у меня нет опыта и знаний, как безопаснее. Поехали вы туда, приезжаете. Долго ехать? Минут 10. Вам дали координаты или на карте показали точку, или как это было? Там условное обозначение есть точек. Приезжаете вы. Куда, в какое место вы приехали? Это как? Опишите. Выезжаем из Егоровки, напротив лесополоса. Там наши ее штурмовали день и ночь. Подъезжаем туда. Ваши штурмовали день и ночь. Да. Я так понимаю, не сильно Их успешно. оттуда выберем. Много было 200-х, 300-х? Как мне позже сказали, около 20 человек там было. 200-х. Мало. Ну, приезжайте в эту... Еще раз, я прошу прощения. Вы штурмовали... Вот лесополоса, Да. где должны были забрать 200-х. Да. Вы до этого ее штурмовали. Да. Я так понимаю, штурм закончился неудачей. Да. Вы находитесь где-то здесь. Да. И вам говорят ехать Туда. туда, в то место, которое вы не взяли? Да. Так это ж, типа, по-любому плохой конец. Если ваши штурмовали и не взяли, вы на броне, которая не стреляет, потому что заклинит, с забитым всем салоном едете туда? Да. Она бы выстрелила, просто Один раз. высокая вероятность клина. Ну, один бы раз стрельнул, ну, там, 10 раз. Ну, скорее всего. А когда вот брали эту высоту, или что там, лесопосадку, туда же техника тоже ездила? Да. Ее подбили. Да. И вас отправили тупо одну машину. Да. Командир нормальный у вас был? Не знаю. Ну, я думаю, есть другое слово, помимо «не знаю». Ну, опытный, нормальный такой чувак, давай еще туда отправляй, если ты смотришь это видео. Приехали вы. На месте мы никого не нашли. Обычно, когда забирают 200-х, кто-то грузит, помогает экипажу их загрузить.
потому что ты их, в бою не найдешь их просто. До этого вы уже ездили на такие задания? Да. Собирали? Экипаж не ездил, я ездил. В другом экипаже, когда был. Сколько вы собирали 200-х? Лично на нашей машине в 5 где-то. 5? Не за раз. Понятно, не за раз. Как ощущения? Неприятно. За что погибли эти люди? Не знаю. Давайте подумаем. Вы приезжаете. За какие-то странные идеи. Странная идея. Мы подходим, наверное, к какой-то... Вы приезжаете, лежит труп ваш. Да. Вы его забираете. Понятно, что вам страшно, оно там еще стреляет, может, где-то. Забираете. Но все равно, что там ночью, вечером вы сидите и думаете. Я же не думаю, что вы празднуете. Да. Вот у вас по-любому 100% возникал вопрос, за что вот этот человек погиб? Как вы отвечали для себя в голове? Никак. Я старался не думать об этом. И хер на него, на этого человека. Погиб бы, погиб. Тогда такой вопрос. Ваша мать ответила, что да, будет разговаривать с вами. Угу. Если бы вы погибли, что бы она себе отвечала на вопрос? За что вы погибли? Бурятия? Хрен знает где. И здесь. Это Луганское направление, да? Донецкая. Донецкое. Сколько километров от Улан-Удэ до Донецка? 1007, наверное. 1007. Ваша мать там сейчас. Да. Что ее сын, за что погиб ее сын в 7000 километрах? Нету там никого в лесопосадке. Приехали, вы вышли курить. Мы не остановились. Угу. Условное обозначение мне дали левее. И я скомандовал, чтобы машина левее повернула. И только на развороте мы подорвались. На мине. А что такое условное обозначение? Позиция, на которой мы должны были приехать, находилась чуть левее. Подорвались вы. Что дальше происходит? Покинули машину. Кто? Я, Механ и наводчик. Наводчик был ранен. Какое у него ранение было? Ноги не было. Давайте расскажем чуть-чуть в деталях. Фраза «покинули машину», она... Я сказал наводчику, механику повернуть левее. Произошел взрыв. Я не понял, что произошло. Говорю механику, попытайся нас вывести отсюда. Он попытался взять левее. Слетела гусеница. Я сказал, чтобы все выпрыгивали из машины. Тогда я заметил, что у наводчика не было ноги. Мы выпрыгнули и побежали в лесополосу. Но он же не выпрыгнул. Он сам выпрыгнул. Сам выпрыгнул? Он просто ваш подчиненный говорил, что он его достал. Так вот, правда, и находится. Он его позже пытался достать. Да, дальше. Выпрыгнули вы с машины. Прыгнули в окоп. У него нога болталась. Или не было? Я его не видел после того, как мы выпрыгнули с машины. Я прыгнул в окоп. Через несколько минут ко мне прыгнул наводчик. Механик. Мы слышали, как наводчик кричал. Механик сбегал за ним, пытался ему помочь. Ничего не получилось. Граната. Да, я нашел в окопе гранату. У меня типа память хорошая. Смотрите, я знаю эту историю. Кто-то, кто не смотрел предыдущий ролик, рекомендую посмотреть, там больше деталей. Я знаю ее со слов механика вашего. Угу. Да, механика. Он мне рассказал одну историю. Мне интересно, как вы это расскажете. То есть он рассказал, как вы расползлись по окопам, как он потом искал, как он бегал к наводчику. Да. Сидите вы в этом полублиндаже, не блиндаже, в котором нашли гранату. Расскажите вот то, что было. Ко мне прыгнул механик, я нашел там гранату. Да. Я головой подумал, что, скорее всего, наших тут нигде нет, и мы в полной жопе. Да. Механик, когда я бежал, услышал я одиночный выстрел, он вскрикнул. Я подумал, его ранили, или убили.
Я нашел гранату и думал о том, чтобы подорваться. Хорошо. Почему вы думали подорвать себя? Ну, перспектив не было каких-то, только более мучительная смерть. От чего? От минометного обстрела. Человек, который принимает решение подорвать себя, у него должен быть какой-то в голове вот красная линия, по которой он должен это сделать. Почему вы решили подорвать себя? Фраза «потому что минометный обстрел» — это бред. Я не решился. Ну, мы, как я понял, мы находились в полном окружении. Да. Единственный шанс отойти к нашим было либо слева, неизвестно как, неизвестно что, либо идти назад через поле, по которому стрелял миномет, и несколько минометов. То есть я подумал, что я остался один и просто не вынес. Вам что-то рассказывали? А вариант с пленом вас не устраивал? Да. Почему? Нам рассказывали, что в плен хуже, лучше умереть, чем в плен попасть. Кто рассказывал и что рассказывал? Вот давайте вот это вот самое интересное, потому что вы в плену Да, сейчас. да. Сколько вас раз пытали на прошлой неделе и на этой неделе? Нисколько. Вы принимаете пищу? Да, Я знаю, что к вам приходит врач. да. Давайте теперь вы расскажете, кто вас надоумил убить себя, нежели попасть в плен. Фамилия этого идиота. Фамилии не знаю никого, но нам постоянно говорили, что А вообще все, и товарищи, и замполит, и все люди вообще говорили, что если попадешь в плен, только хуже. Что будет, если попадешь в плен? Ну, там, глаза будут выкалывать, руки отрезать 2 глаза, руки. на месте. Если отрезали, то... Да я гоню, просто это бред, короче. Да, Что-то я понимаю. почему-то мы записали 500 интервью, и никто не рассказывал, что его пытали. Кроме там Кости, который в трусиках лежал на плитке. Вы спите в трусиках на голом полу? Нет, Ну, то есть, да, в момент приема ему, скорее всего, на поле боя может прилететь в голову там кулак. Это как бы нормальная история, потому что поле боя. Вас ударили тогда, побили? нет. Те, кто принимали, меня не били. Прибегает механик. У меня из руки граната. Ну, типа, ты дурак, что ли? Гранату, побивают. Потом мы слышим... А вы чеку уже достали? Нет. Потом мы слышим, как кричит наводчик. Механик ему сразу отвечает, я его затыкаю, механик. Потому что я не знал, в какой мы ситуации. Я думал, может быть, ваши военные совсем рядом. Потом тишина, минометов нет. Механик выскакивает за наводчиком. Пытается его оттащить. Ничего не получается. Наводчик умирает. Да. Потом он быстро замолчал. Стоп. Его добил? Нет. Он попытался его вытащить, не смог. Вернулся ко мне, и потом наводчик через буквально полминуты, наверное, прекратил кричать. Вы осознаете, что ваш подчиненный, человек, который старше вас, спас вам жизнь? Да. Да, осознаю. Он тупо левый чувак, которого бесправно назначили водителем. Это я вспоминаю, чтобы просто люди, которые смотрят, понимали уровень подготовки. Его готовили наводчиком, а сделали вот так вот, будешь командиром танка. По идее, есть... вот еще прикольный момент. А куда делись все командиры танка, командиры? Их отправили в пехоту. Поняли, да? Схема. Я проговорю еще раз. Наводчик стал водителем без прав. Наводчик стал командиром. А командиров всех отправили в пехоту. Вторая армия мира. Так переможем. Да, он спас вам жизнь. Он красавчик. И я бы хотел, чтобы вы своей матери рассказали эту историю там, в 2 словах. Что вы хотели подорвать себя, а ваш подчиненный вас спас. Это ж правда. Да,
Мне не жалко ее рассказать, но сейчас я бы не рассказал. Ну, Почему? родителям. Они так там. Родители у вас нормально. Вам нужно, чтобы я выложил это интервью, они увидели, что у вас Да. ручки целы, ножки целы, Да. что вас кормят. Поэтому... Да, остались вы вдвоем, и что происходит дальше? Он Все, спрашивает. механик уже, наводчик уже погиб. Да. Он спрашивает, куда идти, что делать будем. А я знаю, что там вот есть вертикальная лесополоса и горизонтальная. Мы подбились на горизонтальную в середине ее. А вот на этой вертикальной должны быть наши. Там должен быть пост. Я ему говорю, что надо двигаться влево. То мы так и двинулись. Поползли по окопам, перебегали из ямки в ямку. Угу. Потом видим глубокий блиндаж, ну, окоп. Прыгаем в него. А там, в общем, ваш военнослужащий. Ну, там наши. Добрий вечір, ми з України. Да. И что они вам говорят? Ложитесь, руки в руки вытяните. Они нас связали, посадили. Побили? Нет, Почему? не знаю. Это было кто это? Какое подразделение было? Не знаю. Ну, Збройных Это сил. добровольцы были. Не знаю, как они у вас. Ну, Просто они все сказали, что они добровольно. добровольно. отправились. Да, вы воюете с учителями и другими обычными людьми, менеджерами, которые защищают свою землю. Ну, дальше, по сути, не интересен ваш путь. Вас там передали в полицию, скорее всего, или в СБУ, или там, ну, это не имеет значения никакого. На каждом этапе вас били. Нет, не на каждом. На каком-то из них. На одном. На одном. Ну, ничего страшного. Ничего же не отрезали. Нет. Ну. Есть что-то добавить? У меня вопрос. Все-таки увидели вы эту военную романтику? Нет. Оторванная нога? Как вы себе представляли? Ну, как в фильмах. Герой? Наверное. Кого вы пришли сюда освобождать? Не знаю. Хорошо, спрошу по-другому. Я вас просил меня освобождать? Нет. Зачем вы тогда пришли меня убивать? Зная, что здесь война. За деньгами вы сюда пришли, я вам так скажу. Захотелось вам легких денег. Я в этом убежден. Да? Здравствуйте, Добрый день. Дмитрий. Да, Дмитрий. Ваш сын в плену. Я журналист из Украины. Вы с ним разговаривать будете? Да, конечно. Разговор будет записан и опубликован. Вас это устраивает? Понятно. Да, конечно. Прошу разговаривать на русском языке. Спасибо. Привет, мам. Здравствуй, сыночек. Мам, все нормально. Честно. Со мной все в порядке. Все хорошо. Кормят, поят. Просто нужно ждать обмена. Я весь целый, здоровый. Вы это... Я поняла. Все нормально. Вы как? Дома все нормально? Да, все нормально. Не надо ничего. Никаких эмоций. Просто. Ну, вот так вот. Все. Я все поняла. Теперь все нормально. Ну, простите, что так получилось. А что? Нормально все. Все хорошо. Только вы не беспокойтесь лишний раз. Тоже не беспокойся, у нас все нормально. Всё. Мы ждем тебя. Все нормально. Просто нужно подождать, пока обмен будет, и все нормально. Нас тут с нами нормально обходится, все нормально. Да вы поговорите нормально, что вы нормально, Всё. Простите, что так получилось, ну, так вот. А это не оправдывайся, я все поняла. Не надо.
Все нормально. В бригаду, может, сообщите. Там вроде сообщили все. Ну, там. В бригаде все знают уже, да. Всё. Все знают. Просто нужно ждать обмена, нас обменяют и Так вывезут. что, И потом... в список, да, Угу. обмена включат и поменяют. Угу. У меня, правда, все хорошо. Тут... Ну, дом все расскажу. Почему так. Угу. Я поняла. Ну все, ладно, не беспокойся. Можно вопрос задать? Сейчас репортер. Тут. А и какой, что у вас за слово дурной репортер? Что у вас говорят там? Поддерживают спецоперацию, не поддерживают? Что ваши соседи говорят? Однозначно не скажешь, конечно. Давайте двухзначно. Ну, часть населения не поддерживает, часть сомневается, часть поддерживает. Давайте теперь в процентных каких-то соотношениях. Тех, кто поддерживает в том, что надо идти убивать украинцев, сколько их? Вы к какой категории относитесь? Во-первых, я не статист, я Ну, Не могу сказать. ну, смотрите, ну приблизительно. сколько процентов. Вы себя относите к какой категории? Тех, кто поддерживает спецоперацию? Я, наверное, я отношу себя к нейтральной. К нейтральной. То есть вы за то, Да. чтобы ваш сынок приходил в Украину убивать нас? Ну, люди бывают двух... Во-первых, Да, он тот, кто пришел убивать наших украинцев, наших защитников. Нейтральных тут не бывает. Тут бывают те, кто за войну и кто против войны. Ваш сынок пришел меня убить и убивать наших военных. И мирных, и граждан. А буряты это самая кровожадная нация, которая принимала участие в этой войне. Что? по поводу кровожадности бурят я ничего не могу сказать вам. Посмотрите в интернете, что они вытворяли. Посмотрите, как они ходили по улицам, расстреливали. Именно буряты расстреливали тупо мирных людей из автоматов. Как насиловали людей. Девочек, несовершеннолетних. Не может быть такого. Не может быть такого? Зайдите в интернет и посмотрите. Или вам ссылок бросить. Ну, интернетом я практически пользуюсь очень мало, поэтому Поэтому всей, возможно, какую-то информацию я не знаю. поэтому всей правды вы не знаете. Вернемся к вопросу, если можно. Вы поддерживаете или не поддерживаете? Нет, Не поддерживаете. Почему? из-за религиозных убеждений. Потому что по религии убивать нельзя? Да. Почему вы тогда плохо воспитали сына, если он пришел убивать? Вы верите? Я Вы, плохая мать. вы кто по вере? А? Буддист. Буддист? Да. А, тут у нас еще интереснее история получается. Буддизм. Мгм. То есть по этой вере убивать не то, что нельзя, а вообще нельзя. Червячка нельзя убить, правильно? Правильно. Я чуть-чуть поломался, просто вот сын с автоматом тут бегал. Я, кстати, вам могу сказать такую штуку. Мы, как журналисты, обращались к ламе. Ну, вы знаете, кто это, кто не знает, кто знает. Так вот, он сказал, я не буду разговаривать ни с одним. Мы возили мусульман в мечеть, возили православных в церковь, пробовали организовать встречу буддистов с ламой, не с одним. Они дословно, ну там, ответ был такой, они не буддисты, они предали веру. Ни один лама не захотел общаться со своими, ну вы же как там, прихожане их. Это те, кто будут смотреть, это действительно было, мы обращались, мы писали, мы созванивались там с помощниками. И ни один лама не согласился пообщаться со своими
верующими. В принципе, у меня вопросов нет. Вы можете там сказать, там, что хотите. Все хорошо. Давай. Пока. Люблю Давай, вас. давай. Ну, она поддерживает. Как бы я уже в людях разбираюсь. Поддерживает она все происходящее. По ней было видно. Да, расскажи, вы буддистом стали осознанно? По рождению. А? По рождению. По рождению. А, то есть вам сказали, ты буддист и буддист. Ну да. Ну, потому что мы, когда разбирались с этой историей, то там вот как раз по религии человек должен осознанно выбрать, что он буддист. В отличие, то есть у православных крестят без разрешения, потому что ребенок маленький, он не может дать свое согласие, ну, не может выбрать. А буддисты, насколько я понимаю, приходят сами в храм и, ну, типа говорят, я теперь буддист. Правильно я рассказываю? Не знаю. Ну, может, я могу ошибаться. Это из того, что я пробовал когда разобраться. Времени мало, чтобы там со всеми этими. Есть какие-то вопросы ко мне? Нет. Вы довольны? Да. Что-то по вам не видно, что вы довольны от того, что произошло. Я рад, что позвонил домой. Вы рады, что позвонили домой? Зачем Рашка бомбит мирные города? Не знаю. Я же Я же не генерал, не кто-то там еще. Я просто матросик. матросик. Рашка бомбит мирные города, потому что она поломалась по всем фронтам. Она ничего не может сделать, кроме террора мирного населения, чем вызывает еще большую злобу к вот таким вот 18-летним освободителям. Программа пополнения обменного фонда работает. Военные обращаются, мы выплачиваем. Спонсорам спасибо. Прошу в этом месте нажать на... Это нам пишут, чтобы мы вспоминали. Нажать на подписаться, поделиться, палец вверх, лайк. По традиции военнопленный заканчивает интервью обращением, если хочет. Можете обратиться к бурятам, к своим согражданам. Это... А? Если я хочу? Да, если Нет, хотите. я не хочу никому обращаться. Обратитесь на своем языке. Я не знаю своего языка. Вы не знаете, Да. Не чем... знаю. Вы не учили в школе его? Учил А вы в семье разговариваете на каком? на русском. А вам не кажется, что это чуть-чуть неправильно? Не задумывался. Что Рашка вашу национальность выкашивает. Уже там есть разбор полетов, сколько погибших. Что скоро, ну это ж специальное уничтожение идет вначале по языку, потом по вере и еще по другим идентифицирующим признакам национальным. А еще лет через 10 буряты вообще, наверное, ни одного слова не будут знать. Скажите на бурятском языке, у меня все хорошо, до свидания. Я даже этого не знаю. Ну, я тоже не знаю, как бы. Спасибо.